Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хотелось бы предложить вашему вниманию мой небольшой рассказ. Не знаю, как из меня писатель, конечно, не сильно хороший получается, но так для разнообразия предлагаю вашему вниманию послушать. В семье Ивановых жизнь текла монотонно и скучно. Дом, работа и опять дом. Что-нибудь быстренько закинуть в желудок, чтобы он всю ночь разбирался, какой гадости в него загрузили. Посидеть у телевизора, бездумно клацая на пульте, каждый день перебирая одни и те же фильмы и сериалы, где все смешалось до такой степени, что ни за что не поймешь, в каком сериале этот артист сегодня кого-то убивает или наоборот спасает. Ну а потом поспать, если удастся. И снова дорога, работа. Обыкновенная жизнь обыкновенной семьи, не имеющей детей. Цикличная жизнь миллионов семей на нашей планете. Но у Ивановых была в этой размеренной жизни одна очень существенная проблема. Это храп. Причем обоюдный и очень громкий, со всевозможными переливами, завываниями в разных тональностях. Иной раз казалось, что во сне они старались перехитрить друг друга и обязательно занять первое место в этой незримой битве. Но самое главное, определение победителей всегда доставалось соседям этой старенькой хрущевки. И в этот вечер все шло как обычно. После ужина посмотрели зомбоящик, одновременно ставя лайки многочисленным друзьям, которых никогда не видели и не увидят. Перекинулись парочкой дежурных фраз и быстренько в люлю, в надежде заснуть первым и не слышать переливы своей второй половинки. Первой заснула жена. У нее была веская причина. Нужно досмотреть чудесный водевиль, где главная роль была у нее. А чудесным принцип был новенький из соседнего отдела с приятной мордяшкой и мужественным торсом. Сначала шло все чудесно. Цветы, романтический ужин при свечах, признание в любви. Все то, чего так не хватает в этой реальной жизни. И это было все так явственно и натурально, что хотелось бесконечного продолжения этой сладостной неги. И ничего страшного, что все происходило в спальне собственной квартиры. Осознание того, что можно быть застигнутым мужем, придавало особой остроты ощущения. Где-то в глубине подсознания была уверенность, что это все понарошку, и в любой момент это блаженство можно поставить на паузу, как на видео, и продолжить в любой другой момент. Но дикая боль в правом глазу и много-много ярких вспышек прервали эту сказку. Через минуту сознание постепенно начало возвращаться. И пришло осознание того, что изменило. Изменило первый раз своему любимому мужу. И где? В кровати, в собственной спальне. В голове все перемешалось. Где я, где сон? Сидя на кровати, держась за правый глаз и дико вращая левым, сознание окончательно вернулось. Рядом сидел встревоженный муж и, нежно гладя по голове, спрашивал, что случилось у Зани? Какой кошмар приснился ненаглядный. Заикаясь и неся какой-то бред, она быстро отвернулась к стенке и до утра пролежала не шевелясь, перебирая в уме все, что с ней приключилось этой ночью. Рядом все так же лежал любимый муж и, не имея конкуренции, заливался во всех тональностях диким храпом. Когда зазвенел будильник, раньше такой ненавистный своим нудным звуком, а сейчас такой милый, как трель соловья, быстро вскочила и понеслась в ванну запудривать синяк под глазом. Едя в трамвае в большущих солнцезащитных очках, хотя за окном, как из ведра, лил дождь, дала себе клятву даже во сне не допускать мысли о каком-либо флирте с чужими мужчинами.
Ну а муж, сладостно потягиваясь на кровати, впервые хорошо выспавшийся за последние дни, рассуждал в уме. Ну, Федорович мужик, какой дельный совет дал зарядить в глаз храпящей жене. По его словам, его благоверная уже второй год спит как мышка после такой профилактики. Ну что ж, поживем увидим. И со счастливой улыбкой он пошел делиться впечатлениями на работе. Вот что-то в этом роде, не знаю. Комментируйте, оценивайте. Мне хочется, чтобы вы писали побольше комментариев. Мне кажется, у каждого в жизни какие-то случаи бывали с храпом связанные. Ну и за неделю, когда выберу самый лучший, по моему мнению, комментарий, тому достанется приз, ящичек моих чудесных семечек. Так что давайте жить активнее, комментируйте, рассказывайте свои истории, ставьте лайки, дизлайки. Ну, дизлайков, наверное, будет больше, потому что мои литературные способности желают быть лучше. Ну все, на этом всего хорошего, пока.